Приветствую всех! Сегодня бахнем SQL-инъекцию Task Login на платформе WebKids. Так получилось, что он у меня уже решен, давайте разберем его вместе. Также не забудь подписаться и поддержать это видео лайком, тебе это не трудно, а мне реально поможет в продвижении канала. Итак, нам дана форма входа, это логин и пароль. То есть нам сразу говорят, что логин работает вручную, флаг находится в таблице флаг, колонка называется флаг, а флаг состоит из 7 цифр. И самое главное, мы можем отключать true и false по результату логина. Это классическая подсказка на Boolean-based Blind SQL Injection. Давайте попробуем войти с стандартными кредами. Это логин админ и пароль админ. И видим приветствие. Теперь попробуем несуществующего пользователя. Логин user, пароль тоже user. Получаем, что такого пользователя не существует. То есть поведение страницы зависит от результата SQL запроса. Это важно. Справа в ходе обработки формы видим, что у нас с параметров post мы берем логин и подставляем его в SQL запрос напрямую. Это означает, что поле логин уязвимо к SQL инъекции. Давайте попробуем сломать запрос и зайти без пароля. Закрываем кавычку и выполняем истинные условия 1 true. Комментируем проверку password и видим, что у нас успешный вход. Теперь попробуем выполнить условие с задержкой. То есть пишем конструкцию if, истинное условие 1 равно 1 и sleep 5. Если условие истинно, выполняется задержка запроса. Если ложно, задержки не будет. Это нужно, потому что статус ответа всегда 200, размер ответа может быть одинаковый, и значит включить true и false можно только по времени ответа. Если мы отправим запрос, то видим, что действительно задержка запроса выполняется. Теперь попробуем выполнить подзапрос и начать извлекать флаг. Давайте запишем это в блокноте для удобства. И пишем, вставляем substring. Первым параметром select flag from flag. Вторым единица и третьим единица равно 1. Что здесь происходит? Мы берем флаг из колонки флаг, затем используем substring, где обрезаем строку, то есть мы вторым параметром указываем, что позиция символа первая, и третий параметр — количество символов. И сравниваем первый символ с флага с числом 1. То есть копируем, отправляем запрос и видим, что у нас обработался он быстро. Теперь мы будем менять число, пока не появится задержка. 2, 3, я знаю, что первый символ — это 6. То есть первая цифра флага. Поэтому если мы ее отправим, то видим, что у нас происходит задержка запроса. Давайте автоматизируем этот процесс. Копируем сайт, открываем его в Burp Suite. Отправим тот же запрос, только я изменю задержку на 10 секунд. И перехватываем запрос. Видим у нас пост. Отправляем его в intruder. Видим еще один параметр, это seqlogin, это значение поля логин, только закодирован в base64. Если мы посмотрим на сайте, нажмем Ctrl-U, то видим JavaScript. Мы берем значение логин и кодируется в base64, что заносится в скрытое поле seqlogin. На сервере оно тоже проверяется. Теперь выбираем здесь вот сравнение с единицей, добавляем payload, выбираем тип атаки patchfork attack, payload тип numbers от 1 до 10. Теперь выбираем seqlogin, это будет второй payload, также numbers, то есть они будут идти параллельно, from от единицы до 10. Также нам нужно использовать, не забыть префикс, потому как у нас payload будет, меняться только цифры, поэтому мы добавляем, что префиксом у нас будет все, что до равно, и до запятой. Теперь нужно добавить. Так, проверяем,
чтобы все было одинаково. И кодируем B64. После этого нажимаем Start Attack. Ждем и будем искать самый долгий запрос. Так, сортируем, видим, что первая цифра у нас 6. Можем записать ее куда-нибудь. Теперь меняем позиции символа в substring. Это будет 2. Также не забываем здесь ее заменить. И продолжаем аналогично извлекать остальные цифры. Повторяем процесс несколько раз. То есть вторая цифра это 9. И в результате у меня получилось вот такое вот число. Нам сразу говорили, что в подсказке, что флаг состоит из 7 цифр, значит все сходится. Копируем значение и вставляем в поле для ответа. Теперь собираем финальный флаг, не забываем добавить SPB-CTF. Отправляем его. И задание решено. Спасибо за просмотр.